Всем привет! Было ли у вас такое чувство, что живешь много лет с человеком и не знаешь его до конца? Вот так и со мной всю жизнь думала, что мой муж Андрей практичный и совершенно не творческий человек. Как вдруг за последний год из него полилась креативность. И вот, не дожидаясь, пока русалка сядет на шпагат, он выдает отличную идею. А точнее сказать, это совместная идея Андрея и его друга по увлечению. Вы уже догадались, что это? Да, это именной мангал. Не могу дождаться вечера, чтобы его испытать на деле. А готовить мы будем 3 вида шашлыка. Уже представляю, как эффектно будет выглядеть наш шашлык на таком шедевре лазерной резки. Вы только посмотрите на этот гипнотический процесс. С какой точностью, с какой легкостью лазер на толстом металле вырезает буквы и ажурные узоры. А еще меня удивило, что такое современное оборудование так просто справляется с толщиной металла от 0,8 до 14 мм. И если вас так же, как и нас с Андреем, впечатляют подобные вещи, то заходите на сайт по ссылке в описании. Там вы найдете много чего интересного для себя. Так что же самое главное в шашлыке? Это мясо. На рынке мы купили 2 килограмма бараньей корейки. Это самая сочная часть барана, которая особенно вкусной получается на мангале. Для маринада берем обычный репчатый лук. Он поможет размягчить мясо и придаст ему в процессе жарки привлекательный запах и вкус. В кастрюлю выкладываем на дно лук, затем корейку, солим, приправляем перцем чили и смесью перцев. Сверху еще 1 слой лука и заливаем мясо настоящим гранатовым соком. У нас ушло 2 стакана. Теперь тщательно все перемешиваем, стараясь максимально выдавить сок из лука. Накрываем кастрюлю крышкой и оставляем мясо мариноваться 3 часа. Из говядины для шашлыка лучше всего брать лопаточную часть или ошеек. Мы купили 700 кг телячьего ошейка. Делим мясо на средние куски и нарезаем полукольцами 2 луковицы. Часть лука и мяса складываем в емкость. Добавляем немного соли, так как впереди еще будет соевый соус. Острый перец чили. Смесь перцев, 4 столовые ложки соевого соуса, 3 столовые ложки растительного масла и небольшой пучок свежей кинзы. Кладем оставшийся лук и хорошенько давим, чтобы выдавить сок. Все перемешиваем и отставляем мариноваться максимум на 3 часа. Жить стало дорого и невыгодно. Как же Андрей был против, но я все-таки настояла на 3-м варианте шашлыка из тунца. Я понимаю, что многих из вас это улыбнуло. А все дело в том, что я люблю рыбу, это раз. А во-вторых, мы сэкономили, так как тунец остался после Ваниного видео, который мы своевременно заморозили. Для этого маринада мы также берем лук, нарезаем его полукольцами и отправляем в тарелку. Далее выдавливаем 3 или 4 зубчика чеснока, катаем лайм и выжимаем сок. Вливаем 1 столовую ложку оливкового масла, добавляем соль, пол чайной ложки белого перца и все тщательно перетираем в руках. Только после этого добавляем куски рыбы. Тунца можете заменить семгой. Рыбу маринуем всего 30 минут. А в это время Ева мирно спит на диване. А что, здоровая кошка может проводить во сне минимум 12 часов, а иногда и все 22 часа. А вам слабо? Я, например, в холод, точно как Ева, просто обожаю лежебочничать. Но у Андрея совсем другая история. Он куда-то всегда спешит, бежит, мчится. Вот и сейчас, когда на улице сумасшедший ветер, он подготавливает мангал. И уже к разгоревшимся углям добавляет прессованные.
А я тем временем в тепле беру 2 лимона и нарезаю кольцами. Далее нанизываю на шампур поочередно рыбу и лимон. Затем острым шампуром прокалываю телятину и заодно себе большой палец. Не зря шашлык считается мужской стряпнёй. Андрей быстро сменяет меня за этим делом и шустро переходит к баранине. Итак, 3 варианта шашлыка готовы. Наш мангал разгорелся, что вызывает отдельный восторг. Правда ж красиво? Ветер в мангале попутным не бывает. Пламя разгорелось нешуточное. Сможем ли мы с таким огнем равномерно прожарить мясо? Все-таки оптимист, верю в это. Забыла сказать, что у этого мангала есть еще одно преимущество перед традиционным. Мясо получается без канцерогенов, которые образуются в результате скапывания жира на угли в традиционных мангалах. Но при этом вы получаете привычный шашлык с приятным ароматом костра. Для обжарки достаточно 20-30 минут. Естественно, первой приготовилась рыба. Ее подаем с салатом, лаймом и острым перцем. Филе тунца достаточно плотное. Это все из-за его высокой подвижности. Только подумайте, 75 км в час. Если вы пробуете тунец впервые, то точно спутаете его с животным мясом. Французы называют его морской телятиной. Это как раз тот случай, когда говорят ни рыба, ни мясо. А в этом варианте гораздо лучше. Мое любимое сочетание – кутап, зелень, шашлык, острый перец и сок лайма. Кладем на стол лаваш, зеленый лук, кинзу и поливаем зелень мексиканским соусом моле. А рецепт потрясающего шоколадного соуса вы найдете по ссылке вверху. Возвращаемся к мангалу. Вы видите, что баранина закарамелизировалась за счет гранатового сока. Выкладываем баранину на лаваш и заворачиваем. Даем отдохнуть мясу 10 минут. Благодаря этому соки равномерно распределятся, и мясо станет еще более мягким, более сочным и более нежным. Моле прекрасно сочетается как с мясом, так и с рыбой. Теперь пришло время телятины. Для молодой говядины берем багет, отделяем часть, разрезаем вдоль, но не до конца. Внутрь помещаем зеленый лук, сладкий перец, кинзу или петрушку и кладем в шампур с сочной телятиной. Вытягиваем аккуратно стержень и поливаем любимым соусом. У нас он острый и кисло-сладкий. На разрезе видно, что мясо получилось средней прожарки, а на вкус оно мягкое и сочное. Вам понравилось бы.
Мы очень довольны новым мангалом, так как приготовили вкусный и полезный шашлык. А еще ко всем плюсам добавляем эстетическую картинку танцующих огоньков. Просто загляденье. Как вам такая совместная идея? И последний вопрос. Будет ли вам интересен ролик «Ваши вопросы, наши ответы»? Если да, то пишите свои вопросы в комментариях и ставьте лайки. А когда наберется 50 тысяч лайков, то мы поймем, что эта тема для вас по-настоящему актуальна. И мы обязательно ответим на самые интересные вопросы. А на сегодня все. Приятного аппетита и до вкусных встреч. Всем пока!